Однажды в Италии исчезла женщина. Женщина очень немолодая, очень небедная и, это важно, очень любившая своих собак. Она так их любила, что каждое утро, еще до того, как выпить первую чашку кофе, выходила во двор своего дома, чтобы лично поприветствовать по имени каждую из собак. Количество собак было немаленьким, 30, а то и 50. А утренний кофе в Италии – это святое, так что иначе как страстной собачницей женщину не назвать. И вот однажды, августовским утром, она не вышла к своим питомцам, дабы провести так любимую ею перекличку. Не вышла, как обычно, позвать их, погладить, проверить, кто как себя чувствует, и покормить. Вообще не вышла из дома, словно испарилась. А ее муж, 75-летний красавчик с молодыми искорками в голубых глазах и таким же искрящимся неувядающим либидо, 10 дней никому не сообщал о пропаже. Потому что, знаете, сплетни. Жена же такая скрытная, не хотел подпитывать разговоры. Тем более, что шла она явно для того, чтобы навредничать мужу. Однажды в Италии Мария Франческа Чимо, которую все называли просто Мариэллой, родилась 4 февраля 1939 года в Палермо, в семье высшей сицилийской буржуазии. Мир за окном готовился ко Второй мировой войне, но внутри богатого палермитанского дома царили любовь, игры и беззаботность. Мариэлла была младшей из 3 детей, и детство ее было, как принято говорить, золотым. В середине 50-х отец благополучно пережившего войну семейства, который обладал чутьем на хорошие инвестиции, решил расширить бизнес и переехал в Катанию, город, который в те годы стремительно превращался в экономический центр Сицилии. Вся семья, естественно, последовала за ним. В Катании отец открыл бензоколонку, потом еще одну. Это оказалось золотой жилой. В Италии шли годы экономического чуда, когда все, кто мог, массово пересаживались на автомобили, и сервис буквально не поспевал за производством машин. Так что за несколько лет семья Чимо стала одной из самых состоятельных в городе. А Мариэлла тем временем из очень милого ребенка превратилась в очень красивую девушку. Густые темные волосы, зеленые глаза, пухлые губы, есть на что засмотреться. Она увлекалась музыкой и кино, особенно индийским. Не пропускала ни одного сеанса в местных кинотеатрах. Романтическая натура, чья фантазия часто уносила ее в мечты о великой любви, такой же, как в обожаемых ею фильмах. И вот, когда ей исполнилось 17, великая любовь случилась. Правда, несколько не такая, как в кино. Мужчина был на 30 лет старше, женат, с детьми. Связь невозможная по всем законам, божьим, человеческим и уж тем более сицилийским. Мариэлла это понимала, но уже тогда, проявив свой недюжинной силы характер, пошла против всех, против родителей, против морали, против целого мира. Сицилия 56-го года – отдельная страна. Отдельная эпоха. Место, где честь семьи значила больше, чем счастье какой-то там девушки, пусть даже и родившейся с серебряной ложкой во рту. Эпоха, когда девушка имела право влюбляться только в того, кто поведет ее к алтарю девственницей. Любой другой сценарий означал позор и социальную смерть. Но Мариэлла влюбилась. И что еще хуже, забеременела. Мать, желая любой ценой избежать скандала, организовала подпольный аборт. Но этого ей показалось мало, чтобы обезопасить себя от такого риска раз и навсегда, предотвратив новые беременности. Мать в сговоре с врачом решила сделать дочери двустороннюю перевязку маточных труб. 18-летнюю девушку сделали бесплодной. Без ее ведома, без ее согласия, навсегда. Роман вскоре закончился, как и предсказывали родители Мариэллы. Ну а отец, будучи убежден в силу своего сицилийского менталитета, что теперь ни один порядочный мужчина никогда не женится на его дочери, решил хотя бы обеспечить ее материально и переписал на нее несколько объектов недвижимости в Катании. Так 20-летняя Мариэлла осталась с разбитым сердцем, украденной способностью иметь детей
и солидным капиталом. И знаете что? Она удивила всех. Вместо того, чтобы впасть в депрессию и оплакивать свою судьбу до конца дней, Мариэлла обнаружила в себе невероятный талант к бизнесу. Она покупала дома, ремонтировала их и продавала по более высокой цене. Флиппинг недвижимости, как сказали бы сегодня. За несколько лет она превратилась в успешную предпринимательницу. Говорили, что она как царь Мидас, все, к чему бы ни прикоснулась, превращается в золото. Невероятно, но молодая сицилийка завоевала всеобщее уважение как блестящая, решительная, предприимчивая и абсолютно независимая личность. В Катании у нее сложился свой круг друзей и знакомых, с которыми она вела бурную светскую жизнь. Мариэлла всегда была в центре внимания и в хорошем, и в плохом смысле, потому что кроме восхваления ее предпринимательских качеств, светские салоны часто делали синьорину Чимо объектом безжалостных сплетен о ее предполагаемых любовных связях. К 30 годам Мариэлла, как и предсказывали родители, все еще не была замужем. И мало кто надеялся, что это чудо когда-нибудь свершится. Но в декабре 1968 года в жизни Мариэллы появился мужчина мечты. Приехал на красном спортивном автомобиле «Спайдер», высокий, сухощавый, с проницательными голубыми глазами, чарующим взглядом и соблазнительными манерами. Он обладал изысканной речью, цитировал поэтов, открывал дамам дверцы автомобилей и демонстрировал галантность, почти уже вышедшую из моды. Его звали Сальваторе Ди Грация, но все называли его попросту Тури. Он родился весной 1936 года в Аче Сант-Антонио, городке у подножия Этны, спускающемуся к морю циклопов, как он сам любил выражаться, имея в виду знаменитые базальтовые скалы вулканического происхождения у побережья Ачи-Трецци. Родители его были по происхождению крестьянами, владели несколькими участками земли, но сам Тури никогда не работал в поле. Он устроился служащим на государственной железной дороге и, несмотря на простецкие корни, слыл культурным человеком с увлекательной речью и интеллигентной манерой общения. К моменту встречи с Мариэллой у Сальваторе уже было прошлое, притом тяжелое. Неудачный развалившийся брак и невыносимая утрата, смерть первого и единственного сына в возрасте всего 4 месяцев. Мариэлла была мгновенно очарована. Она ласково называла его Тури, он осыпал ее вниманием и заботой, между ними вспыхнула страсть. Через несколько недель оба признались в своих чувствах и были помолвлены, с благословения ее родителей, которые едва верили в такую удачу. 30-летняя опозоренная дочь наконец нашла мужа. Пусть разведенного, пусть небогатого, но мужа. Когда они встретились, Сальваторе был разбитым человеком, и Мариэлла стала для него спасительным якорем, той, кто склеил осколки его жизни. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Через год после знакомства они поженились и переехали на прекрасную виллу в Сан-Григорио-ди-Катания, принадлежавшую, разумеется, Мариэлле. Женщина очень любила это место. Хотя вилла стояла на холме, с ее террасы открывался вид на море и скалы Ачи-Трецци. Когда дул ветер, бальзамический аромат сосен смешивался с запахом морской соли. Оазис покоя, куда молодожены уединились забыть о прошлом и наслаждаться настоящим. Их семейный уклад был, мягко говоря, необычен для того времени. Роли словно поменялись местами. Мариэлла явно не была ангелом домашнего очага. Она привыкла командовать и всем управлять, и ей было естественно делать это и дома. Именно она занималась всеми денежными вопросами. Оплачивала счета, платила за коммунальные услуги, выделяла деньги на отпуск. Даже в ресторанах, когда приходила пора заплатить за ужин, деньги из кошелька доставала она, а не муж. И каждое утро перед выходом из дома она клала Тури в пиджак деньги. Бюджет на день, карманные расходы. И это стало непременным ритуалом на протяжении всего их 40-летнего брака. Каждое утро 40 лет. Ну а Тури, по крайней мере, внешне принимал это без возражений. Со временем он оставил работу на железной дороге и переквалифицировался в торгового представителя фармацевтической компании.
хотя по большей части жил на содержании жены. Благодаря ее предприимчивости даже земельные участки его родителей удалось превратить в очень прибыльный бизнес. Но это совершенно не повлияло на его отношения с Мариэллой. Она продолжала железной рукой править семейными финансами, и это всех устраивало. Лишь одно омрачало этот нестандартный, но вполне безоблачный с виду брак. У супругов не было детей, хотя Мариэлла очень их хотела. Это было последствием той варварской процедуры, которой ее подвергли в юности. Но, как говорила она сама, им хватало друг друга, и они мечтали состариться вместе. У Мариэллы сложились очень близкие отношения с племянниками, так она хотя бы частично реализовала свой нерастраченный материнский инстинкт. Мариэлла вообще была доброй, щедрой, чуткой женщиной. Она спонсировала 2 детей из Уганды и хотела обеспечивать их до окончания учебы. Помогала нескольким миссионерским организациям в Африке, которые заботились о самых нуждающихся детях. Была набожна. Но главной страстью Мариэллы стали животные. К середине 90-х она, продолжая следить за своим бизнесом, стала все больше времени проводить дома. Но одинокой Мариэлла не была. Вместе с ней помимо мужа жили ее любимые питомцы, которых она приютила. Она тащила в дом всех самых несчастных бездомышей, которых находила на улице. Брошенные щенки, избитые взрослые собаки, часто старые и больные, те, которые никому не нужны. На севере Италии практически нет бездомных собак. Все пристроены или ждут своей судьбы в приютах. А вот на юге их по-прежнему полно, скитающихся по помойкам и размножающихся безо всякого контроля. Самых удачливых подбирают и эстафетой отправляют на север, где жалостливые северяне забирают их из приютов. Так с Сицилии приехал ко мне и мой пес. Спасибо подобравшей на улице их сестренкой доброй женщине Кончетте. Такой вот доброй женщиной, но еще и с хорошими финансовыми возможностями, была и Мариэлла. Кроме собак она подбирала и кошек, чтобы лечить их и дарить им дома любовь. Мариэлла была настоящим источником любви и нежности, которую она изливала на этих несчастных созданий, возвращая им достоинство. Каждому животному она давала имя. Каждый получал внимание, ветеринарную помощь, хорошую еду и кров. Для нее не было ничего важнее. Неважны были деньги, светские салоны, дружба, бизнес. И тот, кто любил ее, должен был любить и ее животных, потому что это стало миссией, которой она решила посвятить себя до последнего дня жизни. С годами собак становилось все больше. Их стало около 30, а по некоторым данным до 50. В основном крупные, породистые и дворняги. И еще около 40 кошек, которые занимали сад и лесок вокруг дома. За несколько лет вилла превратилась почти в приют для животных, и жители Сан-Григорио обращались к Мариэлле, когда находили на улице щенков или животных в беде. Каждое утро Мариэлла, еще до того, как выпить кофе, здоровалась с каждым из своих питомцев по отдельности. Эта своеобразная перекличка была ее утренним ритуалом, священным и неизменным. При этом Мариэлла оставалась женщиной особенной, всегда безупречной. Белокурые волосы неизменно уложены, яркая одежда и броский макияж – ее визитная карточка. И она никогда не расставалась со своими туфлями на 12-сантиметровой шпильке. Даже в 72 года. Впрочем, на свои годы она совершенно не выглядела. А потом появилась автомойка. В 2006 году дела у супругов шли отлично. Помимо виллы в Сан-Григорио и дома на море в местечке Пацилла близ Ачериале, они приобрели автомойку самообслуживания в Ачи-Сант-Антонио, родном городке Тури. Как и все остальное, она была записана на Мариэллу и с самого начала процветала. Управлять автомойкой стал Тури, которому к тому моменту исполнилось 70 лет. Он был на пенсии, и единственной его обязанностью было помогать Мариэлле с животными. И когда судьба снова дала ему возможность выходить из дома на работу, перед ним словно распахнулся рай. Наконец-то у него было собственное дело, которым он управлял. Наконец-то он мог выйти из тени жены. Наконец-то он стал Тури предпринимателем, а не просто мужем Мариэллы Чимо.
С этого момента жизнь в браке изменилась. Сальваторе перестал прозябать под каблуком. Ну как перестал? Давайте называть вещи своими именами. Автомойка превратилась в альков, уютное гнездышко, которое Сальваторе свил, чтобы заводить многочисленные внебрачные связи. И нет, вы не ошиблись с подсчетом. К тому моменту Тури уже вступил в тот возраст, про который принято говорить, пора задуматься о Боге. Но Тури не до молитв и богоугодных собачек. Мужчина убежден, что по-прежнему обаятелен и соблазнителен, и не пропускает ни одной юбки. Есть версия, что в действительности женщины, которые к нему приближались, сделали это ради услуг или возможности работать на автомойке. Но сам Сальваторе описывает свои подвиги так обильно и красочно, что невольно начинаешь верить, у этого Казановы есть какой-то секрет. Впрочем, возраст единственное, что смущает в данном случае. Сальваторе всегда был симпатичен внешне, галантен и обходителен, так что это только кажется, что женщины – новое увлечение, начавшего выживать из ума старика. На самом деле это лишь продолжение его многолетних привычек. Сальваторе ди Грация всегда был серийным соблазнителем. Всегда. На протяжении всего брака. В молодости он покорял одним лишь взглядом, который задерживался на женских формах ровно столько, чтобы вызвать любопытство, но не отпугнуть. Ну а после победы вставал и уходил, чтобы снова начать ритуал соблазнения в другом месте. Благо отелей в городах, где Тури бывал по работе торгового представителя, хватает. Мариэлла ничего не знала об этих связях, она даже не подозревала, что муж все эти годы горцевал по всей Сицилии. По словам знакомых, Сальваторе дома имел несколько унылый вид, словно возвращаясь в роль мужа, он менял личину. А Мариэлла, слишком занятая своими собаками, никогда не замечала знаков, которые неизбежно подает человек, грубо называемый в народе кобелем. Правда, это у нас кобелем. В Италии прозвище для таких экземпляров куда более ласковое – петушок. Так его и звали – Галетто ди Сант-Антонио. Звучит, конечно, куда мелодичнее, чем кобель из соседней деревни. А впрочем, кому что нравится. Сальваторе, к примеру, услышав эпитет в свой адрес, не на шутку оскорблялся, хотя подвигами на любовном фронте привык гордиться. Для Тури жена вроде Мариэллы, занятая активная и деловая, была идеальна. Вопреки социальным условностям, он мирился даже с унизительным для сицилийского мужчины жестом получать ежедневные карманные деньги, лишь бы жена занималась своими делами и не следила за ним. А теперь, получив автомойку, Тури словно обрел собственное царство, в котором был владыкой. Но этого было недостаточно, чтобы удовлетворить его эго. Он хвастался своими сексуальными похождениями перед другими мужчинами города, подрывая достоинство Мариэллы как женщины, дискредитируя ее в глазах общества, и все это лишь для того, чтобы выглядеть властным и мужественным. 75-летний петух. Или кобель, кому как больше нравится. С ясными голубыми глазами и карманными деньгами от жены. Тем временем Мариэлла, которая была занятой женщиной, но вовсе не была дурой, все больше начинала замечать странности в поведении мужчины. Каждое утро Тури проводил добрых полчаса в ванной. Тщательно брился, причесывался, обязательный парфюм, потом столько же перед зеркалом, внимательно выбирая, что надеть сегодня. Зачем, спрашивала себя женщина, надевать белую шелковую рубашку и шарф, чтобы идти работать на автомойку? И почему Тури, который никогда особо не заботился о своей внешности, теперь придает ей такое значение? Автомойка – это приключение, которое очень вдохновляло мужа Мариэллы. Он чувствовал себя помолодевшим и не скрывал этого нового социального статуса. Бизнес был очень прибыльным, с головокружительным годовым оборотом, но главной достопримечательностью стал он сам – Сальваторе ди Грация, бесспорная звезда этого места. Тури был обаятелен с клиентами-мужчинами, угощал их кофе и дарил сувениры, но именно с женской клиентурой он показывал себя во всей красе. Был галантен до отвращения и всем расточал самые широкие улыбки. Дома же мужчина мрачнел. С Мариэллой он был груб и отстранен, и под предлогом дел на автомойке все чаще уклонялся от своих обязанностей. Не от всех, конечно, а только от ухода за животными.
Чем больше проходило времени, тем тревожнее становилась ситуация. Мариэлла была все более измотана, что естественно, так как все заботы с финансами и работа с животными и по дому были на ней. Но главное, женщина больше не доверяла мужу. Она начала часто звонить ему, чтобы узнать, чем он занимается. Устраивала внезапные визиты на автомойку и часто заставала его за флиртом с клиентками. Она узнала, что муж время от времени давал деньги одной клиентке в трудной ситуации. Другой предложил работу домработницей, и все это даже не посоветовавшись с ней. Среди многих женщин была и Пина Грасса, которая работала на автомойке. Сальваторе пришел к Мариэлле с просьбой нанять ее в дом для уборки. Мариэлла категорически отказала. Она крайне ревностно относилась к своему дому и не хотела, чтобы кто-то занял ее место в домашних делах. А потом всегда найдется хороший друг, чтобы рассказать последние новости. Мариэлла обнаружила, что снова оказалась в центре городских сплетен, но теперь в роли не роковой свободной соблазнительницы, а обманутой жены. Такой титул ей совершенно не льстил, и Мариэлла страдала от досужих пересудов о муже, который давно уже превратил контейнер-офис за автомойкой в свой личный будуар и одну за другой водит туда любовниц. 2010 год. Автомойка работала уже 4 года и приносила отличный доход, но Мариэлла больше не желала терпеть. Она ненавидела это место всей душой, потому что именно с ним были связаны все унизительные для нее сплетни о петухе Сант-Антонио. Сеньора Чимо представляла свою старость иначе. С любимыми животными в тишине своей виллы, утопающей в зелени, с поездками на море вместе с Тури, любовью всей ее жизни. Вместо этой идиллии она получила мужа с сексуальным аппетитом 20-летнего, пренебрежительного и равнодушного с ней, но бегавшего с весьма впечатляющей для своих 75 лет скоростью за каждой юбкой. От этого она чувствовала себя раздавленной. Но она все еще была Мариэллой Чимо, упрямой женщиной с железной волей. И она, привыкшая править железной рукой, приняла решение продать бизнес. Решила, и никто ее не переубедит. Никто. Понятно, что Тури в восторг от такой перемены не пришел. У него не было ни малейшего желания расставаться с автомойкой, но последнее слово было за Мариэллой. Бизнес был записан только на ее имя. Женщина проконсультировалась со своим бухгалтером, та посоветовала дождаться конца финансового года. Обиды обидой, а деньги деньгами, рассудила Мирелла и предупредила Тури, в сентябре 2011-го она продаст бизнес. Вечером 24 августа 2011 года супруги вернулись домой на виллу в Сан-Григорио. Камера видеонаблюдения на вилле напротив, направленная прямо на их ворота, зафиксировала их возвращение. По показаниям домработницы соседей, в тот вечер Мариэлла и Сальваторе страшно поссорились. Ссора, вероятно, была спровоцирована звонком, который мужчина получил около половины 11 вечера. Звонила одна из его любовниц. Мужчина не ответил, потому что рядом была Мариэлла, но это был очередной звонок в странное время, и никаких оправданий женщина не пожелала слушать. Мариэлла взорвалась и снова обвинила мужа в том, что он скрывает от нее связь. Ссору обострило и решение Тури открыть автомойку утром следующего дня, несмотря на то, что официально они были в отпуске. Мариэлла отреагировала очень плохо. Вероятно, она предупредила его, что по-хорошему или по-плохому закроет этот проклятый бизнес. По показаниям той же домработницы, на следующее утро она не слышала привычной переклички питомцев Мариэллы, которая всегда рано утром звала их по одному, не пропуская ни дня. Это могло означать только одно – Мариэллы в 7 утра не было дома. Камера видеонаблюдения соседей, наведенная четко на ворота виллы Мариэллы, зафиксировала следующее. Около половины 8 утра Сальваторе выезжает из ворот виллы. Примерно через 2 часа он возвращается домой с огромным пластиковым чаном объемом не менее 300 литров, установленным на багажнике сверху машины. После этого машина снова выезжает из дома. Равнодушная камера утверждает без сомнений, через ворота Мариэлла дом не покидала. Теоретически есть еще один способ обойти дом сзади и перелезть через низкую стену, отделяющую участок от дороги. Но путь к дороге был довольно крутым. Представим себе,
72-летняя женщина с больными ногами, к тому же обутыми в 12-сантиметровые шпильки, а другой обуви у Мариэллы просто не было. И становится ясно, что преодолеть эту преграду при таких условиях для нее было бы невозможно. В тот день Сальваторе сделал и принял 14 звонков с 2 разных номеров, зарегистрированных на 2 женщин. По словам Сальваторе, он вернулся домой только около 8 вечера и не нашел там жены. «Она ушла», — сказал он позже, с 40 тысячами евро наличными и кое-какой одеждой, оставив машину, 2 мобильных телефона, с которыми никогда не расставалась, документы, банковские карты. И главное, бросив на произвол судьбы своих любимых животных. Сальваторе никому не сообщил об исчезновении жены. Он не информировал даже племянников, которые звонили ей, отвечал уклончиво. Так продолжалось 10 дней. 10 дней. Наконец, 4 сентября один из племянников Мариэллы, обеспокоенный ее молчанием, приехал на автомойку к дяде. Сальваторе, застигнутый врасплох, солгал. Сказал, что тетя дома, что у нее все хорошо, но она не хочет ни с кем разговаривать. Племянник не поверил и настоял на поездке на виллу. Тогда дядя вынужден был признать, жена ушла несколько дней назад, потому что они поссорились. Она просто хотела сделать мне назло, сказал он. Но племянник встревожился. Это было совершенно не в характере его тети – бросить дома животных таким образом, да еще на столько дней. Тетя Мариэлла никогда бы так не поступила, никогда. Так что мужчина задумался о худшем. 5 сентября 2011 года, через 10 дней после исчезновения, Сальваторе ди Грация по настоянию племянников наконец подал заявление о пропаже. Полиции Сан-Григорио-ди-Катания мужчина не смог сказать, что жена взяла с собой, и не мог описать, во что она была одета в тот день. Потому что, сказал он, когда он вышел из дома около 8:30 утра, она была еще в пижаме. Позже он скажет, что она ушла только в нижнем белье. 72-летняя женщина, которая никогда не выходила из дома без каблуков и макияжа, ушла в нижнем белье. С 40 тысячами евро наличными, пешком, через забор, оставив выть от голода свои 30 собак и 40 кошек. Звучит убедительно, как вам кажется? На вопрос, почему он сразу не заявил об исчезновении, Сальваторе ответил, что не хотел подпитывать сплетни, потому что Мариэлла очень скрытная. Настолько скрытная, что даже скрывала от всех перелом ноги. «Она ушла от злости, чтобы сделать мне назло», — повторял он. «Хотела показать, кто в доме хозяин». Сальваторе рассказал, что был убежден, женщина уехала на их виллу в Пацилло. Он утверждал, что ездил туда искать ее, но не обнаружил никаких следов. А теперь давайте посмотрим, чем занимался безутешный муж в эти 10 дней молчания. На следующий день после исчезновения, 26 августа, одна из любовниц Сальваторе приехала на виллу убираться. 30 августа Сальваторе связался с Альфио, мастером на все руки, который уже выполнял различные работы на вилле, и попросил его разобрать все собачьи будки. Все. Альфио был поражен этой просьбой, потому что прекрасно знал, как сильно Мариэлла любила своих собак. Многие из них были старыми и больными, они не пережили отсутствие хозяйки. 28 сентября Пино Грасса, та самая женщина, которую Мариэлла отказалась нанять, была принята Сальваторе на работу для уборки на вилле. Она вошла в дом Мариэллы. Мало того, ей было разрешено взять себе несколько предметов одежды хозяйки дома. За несколько месяцев Тури избавился от большинства собак Мариэллы, почти от всех. День за днем их раздавали, возможно, усыпляли, возможно, бросали, как и кошек. Похожи ли эти действия на поведение человека, который верит, что жена может вернуться домой? Карабинеры осмотрели виллу. Машина Мариэллы стояла на своем обычном месте. Из шкафа пропала кое-какая одежда и деньги. Но на месте были 2 мобильных телефона Мариэллы, с которыми она никогда не расставалась, а также ее документы и кредитные карты, аккуратно сложенные в кошельке. 12 октября 2011 года прокуратура Катании возбудила дело о похищении Мариэллы Чимо неустановленными лицами.
Вилла в Сан-Григорио, вилла в Пацилlo и автомойка были арестованы. Было установлено, что на вилле недостает 40 тысяч евро наличными. Расследование с использованием люминола на вилле не обнаружило следов крови. Поиски с помощью георадара останков тоже ничего не дали, кроме костей животных, похороненных за эти годы. Никто уже не ждал возвращения Миреллы. Вопреки обычному принципу «нет тела, нет дела», всем было понятно, она никогда не ушла бы добровольно и не бросила бы вот так своих собак. Ну и поскольку за выкупом никто не обратился, всем стало ясно – Мариэллы нет в живых, и при этом она не покидала своего дома. Против Тури прямых улик не было, но подозрений было очень-очень много. И вот, 19 октября 2011 года Сальваторе Ди Грация внесен в реестр подозреваемых по обвинению в убийстве и сокрытии тела. Следователи установили прослушивание телефона Сальваторе и микрофоны на автомойке, особенно в контейнере-офисе. Результаты появились сразу. 2 ноября 2011 года в записанном разговоре с другом Сальваторе говорит: «Мне плевать на всех. Ты думаешь, те немногие годы, что мне остались, я буду бегать за карабинерами и за женой, которая не возвращается? Хочет вернуться – вернется. Не хочет на этом этапе, после того, как она вернется, она будет заниматься своими делами, а я своими, хватит. Закрыто, занавес опущен, меня это больше не волнует». В другом разговоре он выразил намерение после 3 месяцев тяжелого воздержания из-за исчезновения Мариэллы оторваться с как можно большим количеством женщин. И резюмировал это грубым выражением: «Открываю сезон охоты на женские киски». Петух из Ачи Сант-Антонио объявлял об открытии охоты на женщин через 3 месяца после исчезновения жены. Ни разу в первые дни после исчезновения Тури не позаботился поискать жену в местах, которые она могла посещать. Может, упала, стало плохо. Мало ли что могло случиться. Объяснил свою беспечность тем, что жена взрослый человек и знает, что делает. Прослушка раскрыла скрытый мир Сальваторе, мир телефонных звонков в любое время суток от вьющихся вокруг него женщин, мир тайных связей в контейнере за автомойкой. 2 женщин, с которыми Сальваторе общался в день исчезновения, вызвали на допрос. Обе довольно молодые, замужние и с детьми. Обе признали связь с Ди Грацией. Одна из них скажет, что на следующий день после исчезновения приезжала на виллу убираться. Другая получала от мужчины деньги, а также он отдал ей кое-какую одежду его жены. Когда в участке вместе с одной из предполагаемых любовниц находился и Сальваторе, их разговор записывали. Тури был хитер, знал, что могут быть микрофоны, и ничего компрометирующего не говорил. Однако он не заметил, что его снимают и на видео, так что камера запечатлела, как он прикладывает указательный палец к губам, давая женщине знак молчать. Итак, при всей напускной беззаботности неверному мужу было что скрывать и помимо своих любовниц. 26 ноября 2012 года Сальваторе Ди Грация был арестован по обвинению в убийстве жены и сокрытии ее тела. Прямых улик не было ни одной, только косвенные. Да, косвенные, но зато многочисленные. Всего их было 45. Противоречие между показаниями Сальваторе и данными камер видеонаблюдения, телефонные распечатки с многочисленными звонками любовницам в день исчезновения, покупки после исчезновения Мариэллы. Внутри автомойки обнаружились конверты с наличкой, те самые деньги, которые, по убеждению Сальваторе, Мариэлла забрала с собой. Кроме того, после 31 августа Сальваторе распоряжался значительными суммами, несмотря на утверждение о том, что жена забрала из дома все наличные. Несвоевременное заявление о пропаже, ложь племянникам и следователям о своих перемещениях, безразличное и неуважительное поведение, привлечение любовницы для уборки виллы на следующий день, избавление от собак и кошек жены. И вишенкой на тортике чан на машине, загадочный чан объемом 300 литров, который Сальваторе привез домой утром 25 августа.
Мужчина заявил, что это должен был быть сюрприз для Мариэллы, которая просила его несколько месяцев назад для мытья 3 ротвейлеров. Но этого Чана в доме не нашли. На это у мужчины было объяснение: его уничтожили собаки. Якобы изгрызли сверхпрочный пластиковый контейнер для сбора винограда до полного уничтожения. Собаки съели огромный пластиковый чан. По реконструкции следователей, убийство произошло в ночь с 24 на 25 августа 2011 года. Из-за угрозы жены закрыть автомойку Сальваторе пришел в ярость. Долго сдерживаемый гнев подкаблучника вырвался наружу. Мариэлла, вероятно, была задушена, а ее тело вынесено из дома в том самом чане утром следующего дня и исчезло неизвестно где. За 10 дней между исчезновением и заявлением Сальваторе мог уничтожить все следы, возможно, с помощью любовницы, приехавшей на следующий день убираться. Собаки, присутствовавшие в доме, также могли уничтожить биологические следы, если они были. Мотивом убийства стала проклятая автомойка, которую Мариэлла была полна решимости закрыть. Это разрушило бы такую удобную вольную жизнь Сальваторе, положило бы конец его внебрачным связям и его социальному статусу предпринимателя. И все потому, что Мариэлла чувствовала себя униженной и оскорбленной поведением мужа, его изменами, о которых судачил весь город. Он знал Мариэллу. Знал, что это женщина с железной волей и официальная хозяйка автомойки, которой хватило бы одного звонка, чтобы продать все, не спрашивая разрешения у мужа. И именно поэтому он обрушил на нее свою так долго накапливавшуюся ярость. Адвокаты Сальваторе оспаривали обвинения. Они указывали, что Ди Грацио не нужно было избавляться от жены, чтобы иметь связи с другими женщинами, потому что внебрачные отношения были для него нормой на протяжении всего брака. Дескать, Туре не нужна была гарсоньерка для мимолетных интрижек. Чтобы развлекаться, как ему хотелось, он вполне мог обойтись и без автомойки. Логика железная, не поспоришь. Зачем убивать жену из-за любовниц, если любовницы были и при живой жене? По версии защиты, избавиться от автомойки хотел сам Ди Грацио. Якобы утром 25 августа он поссорился с женой из-за ее ревности. Мариэлла была убеждена, что муж использует автомойку для развлечений с другими женщинами. И мужчине это надоело настолько, что он, дескать, сам сообщил жене о намерении закрыть бизнес. Кроме того, адвокаты заявили, если бы Мариэлла захотела продать бизнес, она бы это сделала, не спрашивая мнения Тури, прав у которого было немногим больше, чем у любимых ротвейлеров. Среди возможных причин исчезновения защита выдвигала версию похищения или ограбления со смертельным исходом, пока мужа не было дома. Обвинение считало эти версии маловероятными, не было следов взлома, а многочисленные собаки, некоторые из которых настоящие бойцовые или охранные, непременно залаяли бы или напали на возможного грабителя. А 30 собак, лающих одновременно, не могут остаться незамеченными. К тому же версия похищения противоречила самым первым показаниям Сальваторе, который сам исключил, что жену могли похитить. В 2013 году начался судебный процесс. В том же году, после 2 лет содержания под стражей, Тури, хоть и считавший себя вполне еще в форме, заявила несовместимости условий тюрьмы с его состоянием здоровья, и действительно совсем немолодого мужчину выпустили под домашний арест. Это был так называемый косвенный процесс, процесс без прямых улик. Сальваторе Ди Грацио свою вину категорически отрицал, и суд был вынужден рассматривать то, что было – 45 улик косвенных. Но, хоть и не будучи прямыми, все они указывали в одном направлении – Мариэлла была убита. Во-первых, женщина не могла уйти из дома сама. Ее ни разу не засняли выходящие из главных ворот, и она не могла покинуть усадьбу с заднего хода из-за своего физического состояния. Она не взяла машину, документы, банковскую карту, телефоны. Ее никто никогда не видел, и никто не сообщал о том, что видел где-либо кого-то похожего. И главное, она никогда бы не бросила своих любимых собак. В слабой надежде, что Мариэлла все еще жива, племянники обратились в передачу «Килла Виста», аналог нашей «Жди меня», с призывом о помощи.
Так Сальваторе Ди Грация впервые оказался в свете прожекторов. Потом мужчина давал интервью много раз. Перед камерой он представал в лучшем виде, хорошо одетый, с изысканной речью. Поначалу он, казалось, неохотно соглашался на интервью, но потом, словно почувствовав себя в своей тарелке, расслаблялся и болтал с журналистами, будто со старыми друзьями в баре. Но больше всего поражала даже не форма его высказываний, а их содержание. Мужчина с беспримерной наглостью не только открыто говорил о своих многочисленных внебрачных связях, но и хвастался ими. В одном из интервью он заявил: «После 40 лет брака попробую-ка время от времени не захотеть глотка свежей воды. Я склоняюсь к полигамии. Это вопрос сохранения вида, это не измена. Даже если были какие-то увлечения, я, конечно, не простак. Меня бы жена не застукала, это ясно. После 40 лет может захотеться посмотреть на что-то другое, попробовать что-то другое». Ссылаясь на некого писателя, он говорил, что адюльтер освящает брак, так что это были небольшие грехи. Если я что-то делал, делал хорошо. Хороший левак укрепляет брак, вопрос сохранения вида, знакомая песня. Главное, если уж делал, то делал хорошо. На вопрос прокурора, были ли у него отношения с другими женщинами до исчезновения Мариэллы, он ответил: ну, конечно, до, во время и после. Он также говорил: кто без греха, пусть первым бросит камень. Несколько грешков и я совершил, как думаю, все. Моя жена всегда была ревнивой по натуре даже без причины. Достаточно было взгляда на какую-нибудь женщину, как тут же следовало: когда ты со мной, ты не должен себе такого позволять. Это тоже правильно, это тоже законно. Я не давал ей повода, поверьте, я никогда не давал ей прямого повода. Женщин не было. Женщин не было. Только 14 звонков в день исчезновения жены. 7 апреля 2017 года суд присяжных Катании признал Сальваторе Ди Грация виновным в убийстве жены и сокрытии тела. Мужчина, которому к тому моменту исполнился 81 год, был приговорен к 25 годам лишения свободы. Прокурор просил для него пожизненное заключение, но 8 июля 2019 года апелляционный суд подтвердил приговор 25 лет. Адвокаты Сальваторе обжаловали приговор в кассационном суде. Однако 23 октября 2023 года жалоба была отклонена. Приговор к 25 годам заключения стал окончательным. Из-за преклонного возраста состояние здоровья мужчины было признано несовместимым с содержанием под стражей, поэтому он находится на свободе с обязательством проживать на своей вилле на море. В том самом доме на море, который принадлежал Мариэлле. Запрета на посещение его женщинами не существует. Вместе с ним осуждена и одна из его любовниц за пособничество. Казалось бы, история на этом закончилась, но нет. 87-летний петух из Сан-Антонио никак не мог смириться с приговором. И он затеял настоящее театральное действо. В обычную среду марта 2023 года во время прямого эфира передачи «Килла Виста» журналистка представила голосовое сообщение, которое несколькими днями ранее оставил в редакции программы некий мужчина. «Добрый день. Слушайте, меня зовут Ди Грация Сальваторе, и мое дело... В 2011 году моя жена ушла, и сегодня мы ничего о ней не знаем. Хотел бы узнать, можем ли мы что-то еще сделать, чтобы ее найти. Спасибо, всего доброго». Мужчина, осужденный фактически к пожизненному сроку за убийство Мариэллы, обратился в передачу, потому что якобы хотел найти свою жену. Съемочная группа приехала на виллу у моря, где мужчина отбывал наказание. Тури, хоть и постаревший, был одет с иголочки и, похоже, не утратил ни своей живости, ни наглости, ни, как бы это назвать, чтобы не оскорблять память собак мужского пола, так любимых Мариэллой, может, петушастости. Я прожил с женой 43 года. 43 года, и у меня были сотни женщин одновременно. И что это значит? И они пытались карабкаться по зеркалам, чтобы создать обвинение. Мотив. Почему я должен был убить свою жену?
На вопрос о встречах с женщинами в квартире над автомойкой он ответил: «Да, ну и что, я не понял. Это не причина. То есть не то, что у меня была постоянная любовница, из-за которой мне нужно было избавиться от жены. У меня не было сентиментальных отношений, у меня были отношения с женщинами, как выпить кофе в баре с другом, выпить аперитив. Кофе в баре, аперитив. С сотнями женщин». На вопрос, знала ли жена об изменах, он ответил: «Но моя жена никогда не знала ни о чем подобном, потому что я по работе всегда был в разъездах. Я работал медицинским представителем. Поэтому в какой-то момент в моей жизни я выходил в 7 утра и возвращался в 9 вечера. И моя жена никогда не знала, что у меня могли быть отношения с другой женщиной». Не знала. Та самая Мариэлла, которая каждое утро клала ему карманные деньги, звонившая ему на автомойку, устраивавшая внезапные визиты. Та самая, которая страдала от городских сплетен о его изменах. Она ничего не знала. Он снова пытался оправдываться. «Я знаю, что это был не я, потому что мы люди, а не животные. Что за шутки? Надеюсь, она вернется завтра, а я смогу умереть послезавтра». «Она была слишком замкнутой», — говорил он еще. «Может, то, что ее показали по национальному телевидению, мешает ей вернуться домой?» И во время всего интервью мужчина получал множество звонков от женщин. В некоторых случаях он их игнорировал, в других отвечал, прерывая запись. Когда съемка возобновлялась, Сальваторе был явно отвлечен и совершенно не заинтересован в продолжении интервью. В итоге Тури просто ушел, занятый другими делами. 80-летний петух, осужденный за убийство, отвечающий на звонки своих пассий во время интервью о поиске пропавшей жены. Тело Мариэллы до сих пор не найдено. Сальваторе Ди Грация по-прежнему настаивает на своей невиновности. Мариэлла Чиму была доброй, щедрой, сильной, независимой женщиной и дорого заплатила за свою решительность. Она была горячо любима своей семьей, особенно племянниками, с которыми у нее сложилась глубокая связь и которые никогда не прекращали ее искать. К сожалению, они не смогли подарить ей достойные похороны, последнее прощание. У них нет могилы, куда можно было бы прийти. Дело, которому Мариэлла посвятила свое существование, забота о бездомных животных, зачахло. День за днем ее собак раздавали, возможно, усыпляли, возможно, бросали, как и кошек. И кто знает, как они страдали от этой разлуки. Место, которое должно было стать последним убежищем и для них, и для нее, стало сценой бессмысленной трагедии. Нет, Мариэлла никогда бы не бросила своих животных. Для тех, кто знал ее и любил, это является истинным и неопровержимым доказательством ее смерти. Однажды в Италии